Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. У нас с вами есть образец легкого начертания нашего шрифта, поэтому мы можем на основе этих примеров нарисовать буквы H и букву O. Начнем с буквы H, потому что она хорошо задает пропорции и сразу нам позволяет понять, насколько символы отличаются и как происходит интерполяция между двумя этими значениями. Но чтобы понять, какие нам значения здесь выставить, насколько она должна быть тонкая, насколько она должна быть широкая и так далее, нам нужно взять образец. Образца журнальной рублины у нас с вами в тонком начертании нет. Поэтому мы обратимся к футуре, в которой есть как раз таки легкое начертание. И вот именно его мы и будем с вами использовать как образец. Поэтому я вырезаю отсюда букву H, копирую ее. Вот в буфер обмена могу ее скопировать. И теперь мне нужно поместить ее в маску. Я нахожусь на слое Light, главное не перепутать, что мы с вами будем править. Вот, поэтому нам нужно зайти в маску. Для этого мы переходим Tools, Mask, редактирование маски, либо сочетание Ctrl-H. Я вставляю сюда образец и увеличиваю размер под высоту прописных. И теперь мы с вами видим, насколько сильно отличается начертание Light от начертания Bold, которое у нас есть в другом мастере. Теперь нам нужно отредактировать этот контур, чтобы он повторял этот рисунок. Поэтому я просто, используя контур Tool, выделяю зажатым шифтом, двигаю по 10 единиц. Так. Делаем мы примерно вот так. Ну вот примерно вот такой у нас получается образец. Я бы сделал его немножко поменьше, чтобы разница была более заметная. Здесь у меня получается 540, 550, но вот тут и тут немножко она выходит. Поэтому здесь я делаю общую ширину, нажимаю Ctrl-A. У меня получается общая ширина этого контура и высота 540 на 700. Чтобы каждый раз это не замерять, я просто возьму и вот здесь в О у меня ничего нету, а вот здесь я напишу 540. Вы можете сделать любое значение, но я в своем шрифте сделал 540, меня в принципе это устраивает. Вот, и по поводу вот этого размера. Высота вертикального штриха у меня 70, а вот горизонтальный он должен отличаться по толщине. Но вот сейчас, если смотреть, в отличие от буквы H, где разница в 10 смотрится приемлемо, я бы сделал чуть-чуть иначе. Надо будет сделать вот так, но теперь она жирнит. Поэтому я сделаю горизонталь толщиной 68, а вертикаль 70. То есть небольшая разница в 2 юнита, она нам нужна, чтобы компенсировать вертикальные и горизонтальные штрихи оптически. Вот. И, наверное, я бы немножко еще опустил перекладину, потому что в футуре она слишком высокая, по моему мнению. Но самое главное, что вот эта часть, вот если мы посмотрим сюда, здесь высота до верха 300, а здесь 332. То есть обязательно она не должна находиться на математической середине, она должна всегда чуть-чуть выше быть. Насколько сильно выше или ниже оптической середины, это уже решаете вы. Но вот я здесь решил сделать именно так. В общем, у меня получилось 70 на 68, общий размер 540 на 700. Это я здесь прописал. А здесь у меня, видите, 610. Теперь сравним эти два контура. Маска нам сейчас не нужна, отключим ее. Включим отображение на фоне жирного начертания и посмотрим. Да, у нас все примерно на одном уровне находится. Очертания жирного сзади мы видим. В принципе, меня все устраивает. Букву H мы сделали. В принципе, с ней больше ничего особо тут и не сделаешь. Теперь нам нужно сделать то же самое с буквой O. Красим в зеленый цвет букву H. Можно перейти к букве O. Открываем ее. А здесь у нас по какой-то причине... Ага, вот, очень интересно. Мы видим, что у нас здесь буква О
имеет только один слой. Почему? Потому что когда мы создавали новый мастер, мы видим, что все мастера у нас называются Bold и Light. Буква O у нас имеет название Regular, то есть FontLab игнорирует ее при создании мастера, потому что он подумал, что это просто левый какой-то слой. Это хорошая ошибочка, мы сейчас ее исправим. В первую очередь мы создадим слой Bold, чтобы он стал своего рода мастером. Поэтому я выбираю название и меняю его здесь. Пишу Bold. Он меня спрашивает, для чего изменить. Я выбираю для конкретного глифа. И все, теперь он у меня стал таким же жирным начертанием, именно название здесь. Теперь я просто его дублирую для текущего глифа и меняю его название на Light. Все, вариативность у нас добавилась, и FontLab сразу понял, что вот этот слой Light, он соответствует мастеру Light, а соответственно это у нас получается мастер слой или слой мастер. Вот, вариативность у нас есть, все, открываем этот глиф. Мы видим два одинаковых контура. Теперь нам нужно его уменьшить. Что мы делаем? Так, вот здесь я сразу пишу, что в слое Light у меня ширина 540, а здесь я сделаю на 20 меньше, чтобы они немножко отличались. Сама по себе футура, если мы посмотрим, она достаточно круглая. Так, где это? Вот. Поэтому я ее копирую. Можно нажать Ctrl-H, откроется слой маска, либо Tools, Mask, Edit Mask. Вот. Заходим сюда, вставляем ее, Ctrl-V с зажатым шифтом. Сначала Ctrl-T, чтобы ее трансформировать, потом с зажатым шифтом мы ее поднимаем. Потому что если я отпущу Shift, мы вот так будем делать. С шифтом он делает более аккуратную форму. Так. Так. Вот. Но она, мне кажется, здесь немножко широковата, поэтому я чуть-чуть ее сделаю более круглой. То есть вот так она выглядит. Переходим в слой Light. Ничего не видим, поэтому нам нужно включить маску. Мы ее включили. Теперь с зажатым C-Shift мы можем немножко изменить размер этого овала внешнего. Внешний овал на 740 на 720. Нам нужно с зажатым C-Shift в сторону сдвинуть этот узел и этот узел. Благодаря этому у нас верхние тоже немножко сдвинутся. Отлично. Все, здесь мы все сделали без изменений. Теперь нам нужно уменьшить вот этот размер внутреннего овала, чтобы он был похож на вот эту, на то, что на фоне. Можем даже немножко ее сдвинуть. Если вы не видите контур основной буквы, вот как сейчас, например, непонятно, куда двигать референс, включите его. Теперь мы его видим. До этого он мне показывал слой инстанса. В общем, я подвинул. Можно отключить. Теперь с зажатым шифтом, C-Shift точнее, начинаем сдвигать в сторону. Так. И так. Так, 65 маловато. Сделаем вот так. Теперь то же самое сделаем вот здесь. C-Shift и вверх. C-Shift вверх. Смотрим. Но получилось немножко не очень, потому что здесь у меня как-то некрасиво. Поэтому самое главное, что мы сохранили положение вот этих точек. Мы видим, что ширина 0, это значит, они на одной находятся вертикальной линии. То же самое с горизонтальными. Здесь нолик, значит, они находятся по горизонтали на одной линии. Проверяем все усы, они имеют одинаковые цифры. 177, 210. И вот эти проверяем. 210, 171. Это нормально, что здесь 171, а здесь 177, потому что мы его немножко неравномерно модифицировали, внутренний овал. Ничего страшного. Что мы сейчас делаем? Нам нужно определиться с толщиной вертикальной части и горизонтальной. В букве H, сейчас я ее рядом поставлю. В принципе, можно даже не переключаться, если у вас включен режим Edit Across Glyph, мы можем просто навести сюда. 70, 68. Смотрим Bold. 175, 170, 165, 160. То есть небольшая разница между овальными частями и вертикальными и горизонтальными есть. Поэтому мы вот что сделаем. Вот здесь у меня 70, значит вот здесь будет 72. Вот здесь 68, значит вот здесь будет 60, 70 здесь будет. В общем, я зажимаю C и делаю раз, два, три, чтобы у меня все остальные двигались. Раз, два, три. И вот здесь мы увеличиваем до
Раз, два, три, четыре, пять, до 70. Так, вроде бы все окей. Вот этот овал оптически с этой вертикалью смотрится более-менее нормально. Теперь мне нужно исправить вот эту часть. Мне она не очень нравится, поэтому я выбираю вот эти два регулятора. И теперь, если я их сдвину в сторону, у меня вот эта часть немножко изменится. Но чтобы это делалось параллельно, я сделаю еще так, чтобы и здесь тоже это произошло. Если я зажму Alt и для примера нажму Shift, вы увидите, что если я пользуюсь зажатым альтом, то у меня соседний противоположный handle тоже изменяется. Поэтому я нахожу оптимальное положение. Ну, допустим, вот такое. 172. И вот тут тоже сделаю немножко побольше. Ну, тут уже на глаз надо. Так. Делаю я и вертикальный, и нижний одновременно. Вот. Проверяем. 174, 174, 213, 213. То есть они симметричны. Теперь жму Ctrl-A, Ctrl-Alt-L, чтобы включить Tuning Lines. И двойной клик по ним, чтобы все одновременно подравнялись. Делаю, они немножко у меня изменились. Все, в целом меня более-менее устраивает. Мы сильно не будем на это тратить время. Перейдем к следующей букве. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.